Сибиряки давно устали ждать, когда мигранты в их городе начнут уважать российские законы, освоят русский язык, прекратят провоцировать местных жителей и перестанут устанавливать свои правила. Многочисленные жалобы в полицию не давали результатов. Выходцы из Средней Азии и Кавказа продолжали нарушать закон. Более того, в одном из районов города, обладающего статусом Наукограда, сформировался целый анклав. Мигранты предпочли заселить Хилок, один из самых плотнозаселенных микрорайонов города. Здесь же открылся крупный рынок с торговцами-мигрантами. Не все представляют, во что превратилась жизнь местных жителей, когда их район превратился в гетто. И вот, на днях с кишлаком в русском городе было покончено. Разберем все подробности в нашем сегодняшнем выпуске. Просьба поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Плодоовощной рынок в Хилокском микрорайоне появился еще в 90-е годы. Как и во многих других местах, он быстро трансформировался из простого рынка в центр притяжения мигрантов. Постепенно вокруг него сложилась своя инфраструктура. Мигранты жили, как на своей родине. Они открыли собственные парикмахерские, точки по продаже сим-карт для звонков в Среднюю Азию, лавки с халяльным мясом, среднеазиатские кафе, палатки с мусульманской одеждой и атрибутикой. Здесь даже построили базарную мечеть. Даже когда в прочих городах стихийные рынки 90-х начали превращать в цивилизованные торговые точки или сносить, как московский Черкизовский, Хилок продолжал существовать и процветать. В 2012 году Хилок стал конечным пунктом гигантского наркотрафика из Средней Азии. В коробках из-под яблок обнаружили 80 килограммов наркотиков. В 2016 году на Хилокском рынке произошла массовая драка. В ней участвовали 200 человек. Таджики и узбеки сражались за право контролировать российский рынок. В 2019 году снова произошла драка, но уже с перестрелкой. Пострадали 5 человек и 2 автомобиля, машины сгорели вследствие поджога. Все это время городские власти не могли закрыть рынок, ставший очагом преступности. Больше всего страдали местные жители, вынужденные жить рядом с иностранной преступностью. Многие не хотели переезжать принципиально. Почему мы должны уезжать, а не они? Этот вопрос стал своего рода девизом жителей этого района Сибири. Местные жители массово отсылали обращения в власти с требованием закрыть рынок и ликвидировать компактное поселение мигрантов. Пока вместо реальных действий приходили лишь формальные отписки, они организовали собственное общественное патрулирование. В народные дружины вошли мужчины, женщины и пенсионеры. Однако мигранты категорически воспротивились новым порядкам. Они агрессивно реагировали на требования народных дружинников, угрожали им и настаивали на том, что в их квартале действуют свои законы и правила. Предел терпения был достигнут, когда на Хилке открылся новый торговый пункт с названием «Кишлак». Обращения в правоохранительные органы участились, а жители начали получать новые угрозы. К местным женщинам подъехал уроженец Средней Азии и, не выходя из машины, задал вопрос, кто здесь жалуется на новые кафе. При этом он был одет в военную форму. Остается выяснить, был ли он действительно участником боевых действий. Мы не успели даже опомниться, как посыпались угрозы. Стало особенно страшно, когда он вышел из машины, и я увидела у него кобуру с пистолетом. Я собралась с духом и включила камеру, чтобы у меня было хоть какое-то доказательство и записано его лицо, поделилась участница конфликта. Через 2 дня после публикации этой истории в социальных сетях и обращения к Александру Бастрыкину, руководителю Следственного комитета РФ, в кафе «Кишлак» была проведена проверка. В ходе рейда выявили многочисленные нарушения миграционного, налогового законодательства, санитарно-эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности. Торговля осуществлялась без контрольно-кассового аппарата, а строительство было выполнено без разрешительных документов. Кафе немедленно закрыли, и произошло то, чего местные жители даже не ожидали. Как по мановению волшебной палочки все торговые точки, кафе и даже автолавки исчезли. Таким мы не видели свой микрорайон больше 20 лет, признаются местные жители. Мы по привычке продолжаем выходить на рейды, но не устаем удивляться результатам своих усилий. Группа местных активисток, которые в ходе войны с мигрантами даже придумали себе название «Хилокские амазонки», записали видео с восторженным ликованием. Ни торговли нету нелегальной, ни цыган. «Я не узнаю Хилок», — восторгается активистка. Тут обычно все было заставлено фруктами, ящиками, овощами, что невозможно было пройти. Сейчас мы идем и ничего этого не видим. Будем надеяться, что и дальше территория будет приводиться в божеский вид. Что происходит? Новости из параллельной вселенной, пишут жители в соцсетях.
Раньше Хилок так выглядел, когда приезжал наряд ОМОНа, да и то не всегда. Шок, эйфория. Люди выражают огромную благодарность мэрии Новосибирска, силовикам и всем ведомствам, которые откликнулись на мольбы о помощи и смогли навести порядок в многострадальном микрорайоне. Правда, по старой русской традиции в городе совершенно забыли, что на ликвидацию криминальной точки ушло целых 20 лет. В СМИ сообщают, что теперь волна проверок докатилась до Бердска, города-спутника Новосибирска. Оперативники ФСБ и сотрудники полиции отчитались об очередном рейде, который проводился в кафе узбекской кухни на улице Первомайской. Спецназ эффектно зашел в заведение и уложил лицом в пол всех присутствующих. Без внимания не осталась и территория вокруг точки общепита. Поводом для проверки стало нарушение миграционного законодательства и антисанитария в заведении. Собрали 27 иностранцев, из них 5 оштрафованы и 5 подготовлены к выдворению за пределы РФ, прокомментировали силовики итоги спецоперации. В МВД отметили, что это далеко не последнее мероприятие. Новосибирцы активно начали сообщать в правоохранительные органы информацию о нарушении закона мигрантами. Теперь реакция на такие обращения стала носить более оперативный характер. Значительную поддержку в борьбе с миграционной проблемой оказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Почти каждое обращение о нарушениях он взял под личный контроль, инициировал уголовные дела и активно участвовал в устранении нелегальных точек деятельности. Однако в Новосибирске проблема нелегалов все еще не решена полностью. Например, на улице Жуковского продолжают работать нелегальные автомойки, которые не платят налоги, загрязняют окружающую среду и крадут электроэнергию. На территории МЖК и Плещихинского до сих пор функционируют торговые точки, где предприниматели из Средней Азии ведут прибыльный бизнес. Кроме того, существуют хостелы, размещающие мигрантов. Строительные площадки также остаются местом, где часто скрываются нелегалы с просроченными документами. Между тем, двухнедельный рейд по общественным местам выявил сотни нелегалов в Санкт-Петербурге. Как сообщают СМИ, около 1000 мигрантов были задержаны для выдворения из России. Основной целью рейда была декриминализация мигрантской среды. Силовики проверяли хостелы, строительные площадки, рынки и заведения общепита. В результате было выявлено более 7500 административных правонарушений, по данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Многие нарушения касались несоблюдения правил пребывания в России. Также госавтоинспекция зарегистрировала около 3500 случаев нарушений правил дорожного движения мигрантами. Около сотни коммерческих организаций незаконно нанимали их на работу. Экономическая полиция города обнаружила компанию, которая занималась постановкой иностранных граждан на миграционный учет в обход российского законодательства. За 2 месяца преступники успели оформить документы 40 иностранцам и выдать 7 трудовых патентов, один из которых уже был получен мигрантам. Остальные находились в стадии оформления. Еще одного петербуржца уличили в том, что он с мая 20 по декабрь 22 года легализовал пребывание 400 трудовых мигрантов на территории северной столицы. Чтобы организовать незаконное пребывание в городе иностранцев, мужчина арендовал квартиры. Эти помещения указывались как место проживания иностранных граждан в документах, поданных в миграционный центр. За 2 недели завели 141 уголовное дело по факту незаконной легализации иностранцев на территории города. Также удалось раскрыть более 70 преступлений, главными фигурантами по делам в которых стали мигранты. Люди в общем рады за местных жителей, но считают такие меры недостаточными. Зачем было пускать иноземцев, чтобы потом с ними бороться и вылавливать? Приведем еще несколько комментариев. Теперь ФСБ нужно выявить паспорта РФ, купленные в лихие годы, и сразу их аннулировать. На какие деньги покупалась недвижимость, какие налоги платили? Все незаконно нажитое отобрать и выслать туда, откуда приехали. Предлагает Николай. А кто же у них покупает, как не местные жители? Зачем? Непонятно, задается вопросом Александр. Бывают же чудеса на белом свете, жаль, что редко, пишет Светлана. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал. Всем добра, всем пока!